Всем привет! В этом видео я покажу ремастер оригинальной первой Мафии. И в отличие от предыдущего видео с Half-Life 2, трассировки лучей и каких-либо изменений в освещении не будет. У некоторых из вас уже возник вопрос, а зачем возиться с этим старьем, когда есть ремейк? Скажем так, Definitive Edition это абсолютно другая игра для другой аудитории. Эта же сборка предназначена для людей со вкусом, для ценителей классики. Весит ремастер всего 5 гигабайт, а на диске занимает около 8. Так что ставьте на закачку, а я расскажу о ремастере поподробнее. Погнали! В этот раз париться с поисками модов не пришлось, поскольку фанаты создали комьюнити мод пак, который лечит большинство болячек этой игры. Сперва расскажу о том, какие фиксы я добавил, а потом какие нет и почему. Итак, интерфейс сначала был адаптирован под широкоформатные экраны, а потом полностью заменен на более красивый. Добавлены горизонтальные линии к катсценам. Увеличена дальность прорисовки, и вот тут надо поподробнее. По дефолту она составляет примерно 250 метров, на экране сейчас демонстрируется 300 метров. Далее будут 600, 800, 1000 и 1500 метров. Поэкспериментируйте и выберите значение под себя. Файл с настройками находится в папке Scripts и называется он Widescreen Fix Ini. Выбор напрямую зависит от процессора вашей системы. Чем выше его частота и производительность на ядро, тем выше дальность можно себе позволить. Мой далеко не слабый Xeon 2650V2 в стабильной 60 FPS способен вывести только 600 метров. Как вы успели заметить, игра не рассчитана на такую дальность, поэтому у здания нет крыш. Увы, это никак не исправить. Исправлено мерцание теней и декалей путем переноса игры на API Vulkan. Однако следы от шин все также мерцают, но это не критично. Принудительно включено 8-кратное MSA сглаживание и 16-кратная анизотропная фильтрация. Если у вас очень слабая видеокарта, то качество сглаживания можно снизить. Для этого откройте файл dxvk.conf и измените нижний параметр на 4 или 2. Отвратительный шрифт от 1С заменен на новый, более приятный глазу. Новые текстуры ручной выделки. Улучшены экраны загрузки. Для знаменитой главы с гонкой был создан абсолютно новый лотскрин. Обновлены текстуры машин. Теперь на них нет отражений, что, как я считаю, плюс, поскольку они были построены с помощью кубмапы, которая вообще не соответствует окружению. Модели оружия заменены на высокополигональные. Улучшены текстуры окружения, деревьев, столбов, телефонных будок, мусорных баков и так далее. Персонажи стали полигональными. Разница минимальная, но все равно лучше дефолтных моделей. Обновлена карта. Теперь она на английском и на ней обведены абсолютно все места, которые мы по сюжету посетим. Увы, загородный трек для гонок в эту сделку не вошел.
Возвращен вырезанный из игры режим городских гонок. В нем можно выбрать карту, машину, настроить сложность и прочность вашего автомобиля. Теперь о том, что я в сборку не включил. Фикс меню. Адаптирует главное меню под 16:9. Проблема в том, что загрузочные экраны после этого выводятся с полосами по бокам. Да и само меню, кликабельная зона, становится меньше. Но если этот фикс вам нужен, то включается он все в том же Widescreen Fix INI. Обновленный вступительный ролик, где этот вырвиглазный пререндер адаптировали под широкий формат. Отличий мизера, да и никакой важной для сюжета информации в нем нет. Осень. Устанавливается даже если не ставить галочку напротив этого пункта. Никаких изменений я не обнаружил. Вероятнее всего, некоторые деревья должны были поменять окраску на желтую или оранжевую. Real Car Facing Mod. Меняет модели местных колымаг на более приближенные к реальности. На мой взгляд, они выглядят убого. При этом почему-то сильно просаживают FPS, поэтому обойдемся без них. Новые звуки оружия. Они, как по мне, звучат слишком современно для этих пушек. Реальные названия автомобилей. На любителя, коим я не являюсь. Взрывающаяся бочка, которую непонятно зачем разбросали по всей карте. Видимо для фана, потому что с этого момента я хохотал голосит. Шейдерная вода. Теперь водная гладь обзвивать красивой текстурой и планарными отражениями. Выглядит, конечно, красиво, но, во-первых, отнимает немного производительности, а во-вторых, в главе перевыбора происходит вот такой баг. Я специально переустановил игру и заново накатил все моды, после чего проверил этот момент еще раз, и, как видите, виноваты действительно шейдеры. Мелкие патчи. В основном влияют на транспортный поток. Как минимум на мостах машин становится вдвое больше, при этом ночью трафика столько же или даже больше, чем днем. FPS от этих улучшений падает очень существенно. Если у вас процессор помощнее и вас не смущает такой трафик ночью, то можно и поставить. Врапперы. Нужны для того, чтобы включить сглаживание и тому подобное. Естественно, при наличии DXVK он не нужен. Постобработка, а именно решейд с пресетами. В этот раз почему-то они у меня не заработали, но раньше, где-то год назад, я их проверял, и поверьте, это жалкое зрелище. Теперь о паре мелочей. Ограничение FPS. По умолчанию игра залочена на 63 кадра. При этом посмотрите на график фреймтайма. Эти скачки ощущаются при игре и вызывают дискомфорт. Поэтому на помощь который раз приходит ревотюнер. Ни один ограничитель и никакая вертикалка не способна дать настолько же плавную картинку. Только перед процедурой обязательно закройте игру, иначе она вылетит. Локализация. В моей сборке используется английский звук и русские субтитры. Но если вы предпочитаете дубляж, то в сборке есть русификатор. Для тех, кому понравились моды, которые я не включил в сборку, оставлю ссылку на страницу с модпаком. Вам нужно лишь указать директорию с установленной игрой, выбрать версию игры, в данном случае Steam, потому что мой ремастер базируется именно на этой версии, и поставить галочки напротив нужных вам фиксов. Только не забудьте выставить свое разрешение, поскольку после установки модов оно сбрасывается. Как установить ремастер? Во-первых, желательно открыть командную строку и вписать туда этот текст. Он позволит игре без проблем запускаться. Текст команды для 32 и 64-битных ОС разный, и его можно скопировать из описания под этим роликом. Скачиваем и распаковываем архив, заходим в директорию, находим файл game.exe и отправляем его на рабочий стол. Если вы обладатель Steam версии, то просто замените файлы в папке с купленной игрой. И напоследок немного об управлении. Поворот налево и направо на вторых функциях стоят не просто так. Дело в том, что в игре предусмотрена возможность поворачивать как плавно, так и резко. Выбор последний, потому что так машина контролируется лучше. Ну и теперь давайте сравним ремастер с оригиналом.